Над виноградниками Сономы, Калифорния, вечернее солнце растворялось в мягких тонах янтаря и розового персика. Ветер перелистывал кроны старых дубов на территории роскошного загородного поместья, где вот-вот должна была начаться долгожданная церемония. В нескольких милях оттуда, в тихом бутик-отеле, стояла у окна молодая женщина по имени Скайлор. Короткое кремовое платье подчеркивало ее хрупкую фигуру, темные волосы были собраны безупречно, а в глазах уживались решимость и осторожная печаль. Скайлор когда-то прожила 7 лет с Хантером, амбициозным предпринимателем, чья карьера стремительно росла вместе с его эго. Год назад он ушел к их общей приятельнице Морган, встреченной во время рекламного проекта, и теперь собирался жениться на ней, с тем размахом, который всегда любил. После разрыва Скайлор отказалась от финансовой поддержки, оставив себе лишь законную долю, но вскоре узнала, что носит под сердцем 4 мальчиков. Беременность оказалась тяжелой, врачи предупреждали о рисках. Однако зимой на свет появились здоровые Эйден, Логан, Итан и Ной. 4 года Скайлор растила сыновей одна и успела стать востребованным детским психологом и совладелицей небольшой клиники. Но она верила, что дети имеют право знать своего отца, а отец — увидеть их. Поэтому в день свадьбы Хантера она села в арендованный черный минивэн вместе с 4 одинаково одетыми мальчиками, которые беззаботно рассматривали пейзаж за тонированными окнами. Виноградные склоны сменялись кипарисовыми аллеями, пока машина не остановилась у ворот поместья. Изящные композиции из пионов и оливковых ветвей обрамляли лавовую дорожку к алтарю. Гости в дорогих костюмах уже заняли места. Скайлор вышла первой, за ней 4 сыновей, похожие друг на друга и на мужчину у алтаря. Шепот удивления мгновенно прокатился по рядам. Церемония шла своим чередом, но Хантер, заметив неожиданную процессию, побледнел. Даже с расстояния было очевидно, что мальчики унаследовали его темные волосы и выразительные глаза. Священник ускорил чтение, музыка звучала едва ли не механически, а молодожены обменялись клятвами уже в напряженной тишине. После объявления мужа и жены гости перешли к банкетным столам, а Скайлор собиралась уехать. Хантер нашел ее у машины. Без слов он встретил взгляд каждого ребенка, и на лице отразилось опоздание, которое невозможно исправить. Скайлор не просила ни денег, ни извинений, только оставила мужчине знания о существовании Эйдена, Логана, Итана и Ноя. Когда минивэн покидал территорию, 4 ладони прижались к стеклу. Хантер стоял среди цветущих лавров и пыльных дорожек, в своем дорогом фраке, не замечая, как медленно стекают слезы. Позади него Морган сжимала букет, не решаясь что-либо сказать. Семейный уклад, выстроенный на иллюзии, за мгновение изменился навсегда. Скайлор держала сыновей за плечи, пока виноградники постепенно исчезали в вечерних сумерках. Она сделала все, что считала правильным, и впервые за долгое время почувствовала спокойствие. Солнце погрузилось ниже холмов, уступая место серебристой заре, а у каждой из сторон началась новая глава, еще не ясная, но неизбежная.